Здравствуй, редкий зритель моего канала! Сегодня у нас в гостях товарищ Кирилл и его замечательный Honda Prelude 97-го года. Как случилось, что ты вообще стал автомобилистом? Ну, автомобилистом стал, в принципе, как, наверное, и все. Просто хотелось автомобиль. Были изначально машины без документов. У меня Prelude был 87-го года. С него я, наверное, в эту марку и влюбился. Потом я без документов этот Prelude продал. Купил себе уже Калдину. На Калдине я полгода ездил, но после продажи Prelude я начал изучать про Prelude, про остальные модели. Вот. Был четвертый, нравился, конечно, салон у него офигенный. Ну и вот пятый мне, он более свежий был. Год где-то изучал. В городе бывало там, увидишь пятый Prelude, просто, прям офигенно, он нравился. Потом что-то, я не знаю, меня стукнуло, я решил уже приобретать Prelude. Был в объявлении вот этот Prelude, он стоял очень долго, наверное, меня ждал. Договорился я с хозяином посмотреть машину, он меня прокатил, я посмотрел, все, мне понравилось. В этот же вечер я, в принципе, Калдину на продажу и отправил, то есть даже не думая. Ну и где-то полгода я ее продавал, вот через полгода я приобрел этот Prelude. Вот, в принципе, история покупки. Дальше уже начался потихоньку тюнинг. Там по мелочи, конечно, у меня еще тогда возраст, сколько мне было там, лет за 20 чуть-чуть. Начинали там со всяких наклеек, там лампочек, светодиодный тюнинг там по мелочи. Закончилось это свапом двигателя, типтроника на механическую коробку. Чувак полный. Все зависит. Из тюнинга у меня руль единственное, в принципе, наверное, из такого, что нестандартного. Губа грейди, вот, недавно поставил, губа пороги, реплика спойлера на капот. Такой фетиш. Да, в принципе, больше так в машине ничего не делалось. Под капотом ничего необычного нету. Это уже второй двигатель помененный. В плане того, что я их уже два штуки поменял. Первый все собирался ГРМ поменять, со всеми расходниками. Ездил, и уже наступал момент, когда я уже почти созрел это сделать, и до дома немножко не доехал, у меня лопнул ремень. Все клапана у меня загнуло. Что делать? Пришлось искать двигатель. Двигатель я здесь в Южно-Сахалинске нашел, купил, поменял. Сразу обслужил, получается, его. ГРМ все поменял. 2 недели где-то отъездил. И так случилось, что ночью я выезжал с поселка, и у меня загорелась лампа зарядки. Нет, что балбесу тоже остановиться, посмотреть, что вообще может прикрутить, что-то там это. Я думал, что это ремень генератора, ночь, все, потребители выключил лишний. И чуть-чуть не доехал километров 10, снова услышал звон, щелчок, и понял, что у меня будет H22. Плюс этого двигателя у него, H22, у него клапана только в зоне втека гнет. Собственно, немножко не всегда в зоне втека езжу, поэтому более считаю его надежным. Крышку в беспонтовый цвет покрасил, ожидал другого цвета, Вот эту вещь очень долго искал. Ничего необычного, но это тоже своего рода фетиш. Впускной вот этот патрубок, он на овощах, он очень беспонтовый, грязь на нем скапливается, но этот немножко получше, и якобы он немножко попроизводительней, что ли, непонятно там. Выхлоп хотел полностью мугиновский поставить, не получилось немного. Я его купил, в принципе, весь этот выхлоп из-за банки, я просто банку Twin Loop хотел. Он не Mugen, получается, это Maxim Works. Этот производитель, он как раз для Mugen делает. Ты не обмотанный? А не обмотанный, он у меня вообще был отполированный просто. Он был офигенный. Ну, сейчас он, он всегда такой вид приобретает, когда обгорает. Вроде красивше так выглядит, не обмотанный. У меня, в принципе, проблема, это ошибка периодически вылетает.
по клапану ЕГР. Ну, в итоге я все промыл, прочистил, но проблема не ушла. Set off your nigga plot schism to scheme. Heads all in the place, some more liquor wishes and collard green dreams. Man, almost had the scenes. I'm me down the real one. A single grain of sand. Ремень, тут уже ремень, чем тут уже расхлябан. Расхлябан. Местами поменять. А тут у тебя передний привод? Да. А, ну да. А мотор в обратную сторону крутится, да? Ну, как обычно. Так, то есть первое вот сюда. Да. Поехали вверх сразу. А где турбо? Вот сейчас после 5 будет. Тут стек. Что-то сейчас плохо было. Сейчас слышно было. Ага. Как классно газу даешь, она наоборот. Опа! Ввинчивается, не заносит, не сносит. Это у тебя пиликалка заднего хода тоже от автомата осталась, да? Да? От автомата пиликалка заднего хода. Домой мы ездите. Деньги много платят, чтобы научил ездить. Давай, поехали. Как у вас тут рычагом пользоваться-то, я не понимаю. Ну, давай, втек, ну, эть! Слушай, ну, даже на Субаре меня тут уже потащило. О! В рот мне ноги. Простите, детишки, зацепа нету нифига. О, я научился пользоваться дворниками. Прилюд. Машина небольшая, относительно легкая, моноприводная и очень интересная. Вот мне понравилось. Всегда недооценивал передний привод, считал недоприводом, мотор поперек, коробка поперек, вся масса впереди. Что-то как-то это слишком компактно, слишком по-городскому, как-то слишком недослишком. А тут такое серьезное купе с достаточно мощным для такой массы мотором. И у него даже есть низа, середина и что-то подпинывается кверху за счет втека. Больше всего понравилась, конечно же, рулежка. Ну, как я уже сказал, это просто карт. Куда ты рулишь, чуть-чуть подгазовываешь, он туда запрыгивает. Просто послушно запрыгивает. Купил бы я себе такую? Пожалуй, да. В повседневной езде задние двери и окна мне практически не нужны, во всяком случае пока. А в городе полнопривод большую часть времени оказывается просто балластом. А если есть голова на плечах, то на переднем приводе по зиме вполне проскочишь где надо. В общем, за сегодняшний день мое отношение к Хонде, можно сказать, перевернулось с ног на голову. Теперь они мне нравятся. Очень. На этом я закруглюсь. До новых встреч. У меня для тебя есть еще очень много рассказать.